Всем привет! Сегодня мы посетим одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Харькова – Саржен-Яр. Это настоящий зеленый оазис среди городских бетонных многоэтажек. Также сегодня это один из основных спортивно-оздоровительных центров города. Здесь есть места для тренировок, игры в настольный теннис, отдыха на свежем воздухе, а также купаний в источнике и отдыха на берегу маленькой реки Сарженки. Сама река проходит через все урочище, она берет начало в лесопарке, а впадает в реку Лопань. Но помимо спортивной зоны и источников, Яр известен своими пейзажами, достопримечательностями и даже мистическими историями. История Сарженого Яра берет начало в середине 18 века. Здесь существовала маленькая слободка, которая в 1779 году насчитывала 32 мужские души. Женщин тогда не считали, так как они не платили налогов. Располагалась она на пересечении Золочевской дороги, ныне это улица Клочковская, с рекой Сарженка и называлась Хутор Саржен. Эта местность издавна была известна из-за источника питьевой воды, поэтому с развитием города все больше харьковчан приходили сюда отдохнуть. Тем более, что рядом начали высаживать ботанический сад. Поэтому после Второй мировой войны Саржен-Яр стал одной из главных зеленых зон города. Пожалуй, основной визиткой Балки является источник минеральной воды. Воду в Шатиловском источнике считают едва ли не самой чистой в Харькове, а сам источник является гидрологическим памятником природы. В середине 20 века здесь установили специальное оборудование для удобного набора воды, а уже в 1960-х годах над источником построили бетонный павильон футуристической формы, который сохранился до наших дней. С тех пор источник минеральной воды Харьковская 1 стал настоящей маленькой меккой для горожан. Когда-то здесь даже мини-завод по разливу одноименной воды существовал, разливали ее в стеклянные бутылки, но до нашего времени завод не сохранился. Вода в источнике почти не меняет свою температуру в течение года. Летом она составляет 7-9 градусов, зимой 3-4 градуса. Поэтому в теплое время года Шатиловский источник становится спасением от жары, а зимой эту территорию оккупируют любители моржевания. Здесь даже есть оборудованная специальная полынья. Большинство харьковчан приезжают сюда просто полежать на травке, устроить пикник, полюбоваться природой, но для тех, кто хочет разнообразить свой досуг, в Сарженом Яру есть все для занятия спортом и отдыха. А еще в Сарженом Яру можно самостоятельно поймать форель. Все очень просто. Часть ручья огородили и запустили в импровизированный пруд радужную форель. Хотите деликатесную свежую рыбку на ужин? Получаете удочки и ждете, пока она клюнет. Пойманную рыбу обратно в пруд выпускать нельзя, поэтому ее вам на месте выпотрошат и в таком виде взвесят. Стоит форель, если я не ошибаюсь, 250 гривен за килограмм. В среднем одна рыбка затягивает гривен на 60-70.
Ну и, конечно, куда ж без мистических историй в таких местах. Саржен Яр, как и каждая зеленая зона Харькова, имеет собственных призраков. Некоторые горожане считают Балку чуть ли не самым мистическим парком в Харькове. Поговаривают, что здесь можно встретить жуткие тени, странные блестящие шары и даже призраков. По легенде, на Балке гуляет призрак печальной девушки в белом. Но кто она и почему появляется именно здесь, неизвестно. Другие же говорят, что увидели привидение в рясе монахини, хотя монастырей в этой местности не было. Многие харьковчане считают главным минусом Сарженого Яра, что тут нет заведений общепита. Хотя также многие завсегдатаи парка, в том числе и я, считаем, что скорее это плюс. Пока же здесь можно лишь купить мороженое или выпить фреша. В августе 2011 года прошла церемония освящения храма в честь иконы Божьей Матери Отрада или Утешения Харьковской епархии Украинской Православной Церкви. Храм возвели менее чем за год. Церковь деревянная, имеет два предела – верхний и нижний. Верхний предел в честь иконы Божьей Матери Отрада или Утешения, нижний в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник. На храме установлено 3 купола, его высота 25 метров. Добраться до Сарженого Яра из центра города можно не только наземным транспортом или на метро, но и по воздуху, точнее с помощью подвесной канатной дороги. Она функционирует уже более 40 лет и объединяет парк имени Горького с улицей Атакара Яроша. Длина канатной дороги составляет почти 1,5 километра. Продолжительность поездки в одну сторону 18 минут. И хотя сегодня канатная дорога используется в основном в качестве аттракциона для детей и туристов, ранее она имела совсем иное назначение. Ее устроили как транспортное средство для сотрудников Харьковского авиационного завода и завода ФЭТ, ведь большинство из них жило на Павловом поле, и такой путь к работе был самым коротким. Но со временем канатка стала аттракционом, хотя некоторые горожане и сейчас выбирают именно воздушный путь к центральной части Харькова. А река Сарженка, которая берет начало возле поселка Жуковского и протекает через всю территорию Сарженого Яра, имеет несколько заболоченных участков. На одном таком участке образовалось небольшое озеро, которое назвали Топлым. Такое название озеро получило из-за большого количества затонувших деревьев. Дело в том, что до Второй мировой войны на месте озера был питомник по выращиванию тополей. Во время войны деревья уничтожили, а восстанавливать питомник не стали. Территория вокруг заросла и другими деревьями. Части этих утопленников кое-где виднеются из-под воды. Дальше озеро переходит в настоящее болото, которое хорошо видно с канатной дороги. Друзья, если вы еще не были в Харькове, но планируете посетить этот замечательный город, непременно, обязательно вам нужно приехать сюда. В это уникальное, красивейшее место под названием Саржен Яр. Давайте еще немножечко прогуляемся по этому зеленому оазису природы в городе Харькове.
дорогие друзья, я благодарю вас за прогулку по Саженному Яру. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Нажимайте колокольчик напротив подписки. Пишите комментарии, понравилась ли вам прогулка. Ставьте лайки под видео. И до новых встреч!